Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такую вот достаточно интересную и красивую мужскую манишку спицами. До настоящего момента я выполняла достаточно много разных манишек. Это в основном женские, детские. Фото я вам оставлю, то есть мало ли вдруг кто-то захочет посмотреть бесплатные видео МК. То есть все эти видео МК вы сможете найти у меня на канале. Но мне стали поступать вопросы именно по поводу мужской манишки, потому как я поняла, что этот вопрос также он актуален. И когда я посмотрела информацию в интернете, я действительно увидела, что таких вот как-то очень симпатичных и нарядных манишек мужских достаточно трудно какие-то найти дизайны и модели. Поэтому я решила проработать тоже дизайн мужской манишки, тем более, что у нас сейчас скоро Новый год, 23 февраля. И я думаю, что это будет отличным подарком вашим любимым мужчинам, чтобы они не мерзли, не болели, чтобы они были всегда здоровы. То есть вот такая вот у меня получилась манишка. Она идет с небольшими оранами. В принципе, я не скажу, что здесь сложный узор. Он средней сложности. Самое главное понять смысл. То есть вот таким вот образом она у меня выглядит спереди. Вот таким вот образом она у меня выглядит, эта манишка, сзади. То есть, как вы обратили внимание, задняя часть, она немножко покороче, чем передняя. Но, в принципе, она все равно хорошо прикрывает спину. То есть сидит данная манишка очень-очень даже хорошо. Высокий ворот, то есть с двойным отворотом, то есть вот таким вот образом все это выглядит. Хорошо прикрывает горло данная манишка, то есть она помимо своей основной функции, это чтобы было тепло, чтобы не холодно было, она еще плюс ко всему и достаточно нарядная, эта манишка. Значит, в процессе работы я, конечно, поняла, что я, наверное, немножко погорячилась с расцветкой пряжи, так как на темном цвете все-таки не настолько хорошо виден узор. Но я постаралась максимально понятно вам все-таки объяснить, как я выполняла данную работу. И, в принципе, в конечном варианте узор смотрится хорошо. Я не скажу, что его абсолютно не видно, но, конечно, на более светлом варианте манишки оно бы, возможно, получше смотрелось. Ну, вот такой вот цвет у меня как-то всегда ассоциация мужской манишки, что она должна быть все-таки в темной расцветке. Поэтому вот такую пряжу я изначально и выбрала. Значит, что я еще хочу сказать. После того, как я выполнила данную манишку, я поняла, что, в принципе, это и прекрасный будет вариант для женской манишки, так как она, действительно, она очень хорошо сидит и нарядно хорошо смотрится. Поэтому, если выполнить ее в каких-то женских расцветках, более светлых, я думаю, что она будет прекрасно подойдет и женщинам, такая манишка. Поэтому имейте это в виду. То есть она, в принципе, получилась универсальной у меня. Далее, что касается размеров, я вам хочу сказать, потому что мало ли вдруг кто-то будет вязать с другой пряжи, не такой, с которой я вязала. То есть в длину у меня от шеи, от горловины данная манишка 20 сантиметров, это по переду. По плечам она у меня, опять же, от горловины около 9 сантиметров. Сзади у меня данная манишка в районе 16 сантиметров, около 16 сантиметров. И вот по части самой широкой спереди и сзади, тут одинаковые они, эти размеры. Значит, у меня получилось 30 сантиметров, то есть это вот по самой широкой части. Но, как я уже сказала, эта манишка очень хорошо, она сидит и прекрасно выполняет свои основные функции. Это именно тепла. Так, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа полушерстяная. То есть в моем случае я взяла пряжу Светлану полушерстяную семеновской фабрики, то есть это семеновская пряжа. 250 метров 100 грамм, 50% шерсть, 50% акрил. То есть это, в принципе, я могу сказать, классическая обычная пряжа средней толщины. Очень у многих производителей в зимнем ассортименте обязательно есть пряжа с примерным или таким же метражом. Поэтому, если вы не найдете именно такую пряжу, вы, в принципе, можете воспользоваться, взять другую пряжу. Подойдет и Lana Gold Classic фирмы Alize.
подмосковная троицкая, наша подмосковная голд. То есть очень много различных видов пряжей именно с таким содержанием и с таким метражом. То есть так как у меня это мужская манишка, то вот в один моточек я, конечно же, не уложусь, поэтому вам понадобится для нее 2 моточка пряжи. То есть вот этой вот семеновской я взяла. Также вам понадобятся чулочные обычные спицы 5 штук на троечку. То есть вот у меня троечка, и обычные круговые спицы также на троечку. У меня я взяла на 80 сантиметров. То есть сильно длинные я не стала брать вот эти вот спицы круговые. Также, если у вас есть в наличии, то вы можете взять маркеры. Они тоже вам пригодятся в работе. Кому захочется это при желании, вы можете взять бирочки Handmade ручная работа. Но я еще посмотрю в процессе, буду ли я такую бирочку пришивать. Но это уже на ваше усмотрение. Итак, начинаем. Итак, за кадром я провязала горловину, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Я не стала особо тратить ваше время, рассказывать, как я это сделала, так как я вязала обычной резиночкой 2 на 2. Кто не знает, это чередование 2 лицевые, 2 изнаночные петли. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом я провязала. Вязала я на чулочных спицах. Значит, всего я набрала 144 петли. Вот так вот вам покажу. 144 петли я набрала. Это по 36 петель на одной спице. То есть вот у меня распределила я. В общей сложности я провязала, сейчас я вам скажу, 18 где-то сантиметров, 18 с небольшим. То есть это нормальная горловина. То есть если напополам сложить, я так думаю, что она будет закрывать горло достаточно хорошо. То есть вот в сложном состоянии это получается в районе 9 сантиметров. То есть это нормальный ворот. Но вы в свою очередь должны сами контролировать высоту ворота и смотреть уже по вашему желанию, кому что больше нравится. Кому-то нравится повыше, кому-то нравится пониже ворота. То есть это вы уже должны самостоятельно этот вопрос смотреть, что вам надо. Значит, смотрите, по ширине у меня получилось в общей сложности в таком не растянутом состоянии в районе где-то 17,5 сантиметров. То есть это опять же не растянутое состояние, сложенном напополам вот таком вот состоянии. Тянется очень хорошо эта горловина. То есть, как вы видите, на мужской размер, я думаю, будет сидеть очень хорошо. То есть вот таким вот образом у меня получилось. И далее я буду распределять петли именно для вязания самой манишки. То есть каким образом я это буду делать? То есть, как я уже сказала, всего у меня было набрано 144 петли. Значит, по 36 петель на одной спице. Значит, распределять я буду петли вот таким вот образом. То есть у меня будет вот плечо-плечо, вперед и спинка, если так схематически на это смотреть. То есть здесь я вот буду, там где будут у меня идти прибавления на расширение манишки, у меня здесь будут идти небольшие жгутики, 3 на 3 петли я буду их делать, и соответственно по 2 изнаночные петли, то есть это получается по 10 петель. Это вот у меня будут идти жгутики, вокруг которых я буду делать прибавления. Значит, всего у меня получилось, то есть если так логически посмотреть, 4 раза по 10 петель, это 40 петель. То есть 144 минус 40 получается 104 петли у меня остается, из которых я по 20 петелек я сделаю на плечи, и вперед и спинка у меня будет по 32 петли. Значит, там, где у меня будет рисунок на плечах, я буду их здесь вязать, рисунок обычную рисовую вязку, а спинка и вперед я буду работать вот по этой книге и вязать вот этот вот узор. То есть я думаю, что он должен хорошо смотреться. Значит, кому интересно это, я буду работать по книге. Автор у нас В.Я. Радиевская, «Ирландское вязание», для тех, кто любит вязать. То есть вот по этой книге я буду работать, отсюда я взяла узор.
Вот по этому узорчику я буду далее работать. Значит, каким образом я буду распределять петли, я вам покажу начальный этап, как я буду работать, чтобы вы также могли их распределить. Значит, смотрите, если мало ли вдруг кто-то будет брать другое количество петель, ну мало ли у кого-то, больше, меньше нужна манишка мужская, то есть вы работаете по такому же принципу, то есть количество петель, которое у вас было набрано на горловину, вы считаете 40 петелек, это вот то, что у нас пойдут косички, и остаток вы уже делите, ну там ориентировочно, там смотрите сами, как, чтобы наперед и на спинку у вас было чуть больше, чем на плечах петель, вот и все. То есть потому что я понимаю, что всем манишки, они тоже нужны разного размера, мало ли, если что, по такому принципу вы также сможете распределять данной петли. Значит, далее я провяжу, буду вязать первый ряд, я при этом буду переходить на круговые спицы. У меня это спицы на 80 сантиметров, вот такие вот. И заодно вам покажу, как я это буду делать. Начинать я работу буду вот отсюда, с этого участка, вот отсюда. То есть каким образом я буду вязать. Взяла спицы круговые и начинаю работу. То есть первые я провязываю 2 изнаночные петельки. Вот, 2 изнаночные петельки. Далее у меня идет жгутик 3 на 3 петли, то есть всего это получается 6 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот это у меня будет боковой жгутик. Далее у меня опять идет 2 изнаночные петельки. И далее я начинаю вязать вперед. Вперед у меня 32 петли. То есть я пока их буду провязывать все лицевые, вот первый ряд именно, где я буду распределять эти петельки. То есть 32 петли я провязываю лицевыми петлями. Итак, я провязала 32 петельки лицевыми. Обязательно проверяем, чтобы у вас все было правильно. (32 петельки). И далее я буду вязать следующий жгутик. 10 петель. Это у меня провязываю я 2 изнаночные петельки, 6 лицевых. И 2 изнаночные. То есть вот это я провязала вот этот вот жгутик. Далее я буду вязать плечо. Плечо у меня 20 петель. Итак, вот я провязала 20 петелек плечо. Обязательно проверяем. На всякий случай, потому что потом распускать будет более проблематично, чем проверить на начальном этапе. Далее у меня идет опять вот этот вот жгутик. 10 петелек всего. То есть это я провязываю 2 изнаночные петли. Далее 6 лицевых. 6 петелек лицевых и 2 изнаночные опять же. Вот я провязала вот этот жгутик, и далее у меня идет 32 петли, это будет у меня спинка. То есть все провязываю лицевыми петлями 32 петли. Итак, вот я провязала 32 петельки, тоже опять же обязательно проверяем, чтобы все было правильно. И далее я вяжу вот этих вот 10 петелек, это у меня будет опять жгутик. То есть 2 изнаночные провязываю, 6 лицевых и 2 изнаночные. Вот таким вот образом. И далее я провязываю 20 петель, это у меня будет плечом все петли лицевые. Итак, я довязала 20 последних петелек, то есть это у меня, я напоминаю, плечо будет.
И ставлю здесь на начало ряда маркер просто для себя, чтобы знать, что здесь у меня будет начинаться ряд, потому что все-таки не светлая пряжа, и чтобы не запутаться, каким образом я буду делать. Также я поставила маркер вот сюда, это чтобы потом правильно распределить рисунок, чтобы он у меня шел по центру, вот именно рисунок основной, который я буду вязать потом с книги. Итак, я начинаю следующий ряд, то есть это я вот напоминаю отсюда опять буду начинать. В каждом нечетном ряду, получается лицевом как бы ряду, я буду делать накиды. В следующем ряду я их буду провязывать изнаночной петлей, то есть покажу, каким образом буду провязывать, чтобы не было дырочек после этих накидов. То есть первое, что я делаю, это я делаю накид вот здесь вот в начале ряда перед двумя изнаночными петельками. Далее я провязываю 2 изнаночные петли, и далее у меня идет 6 петелек, из которых я буду вязать небольшой жгутик. То есть я снимаю 3 петельки на дополнительную спицу, оставляю эту спицу перед работой, провязываю следующие 3 петельки вот таким вот образом, после чего провязываю 3 петли с дополнительной спицы. Вот таким вот образом у меня получилось. Далее я провязываю 2 изнаночные петельки, после которых я делаю накид расширяющий, который будет увеличивать у нас манишку, то есть после 2 изнаночных петель. Далее у меня идет вперед из 32 пока на данный момент петель, которые я буду распределять именно рисунок. Рисунок я вам сейчас покажу. Вот по этой схеме я буду работать согласно описания по данному рисунку с учебника. То мы видим, что вот этот вот участок внутри, вот этот ромбы заполняется рисом. То есть вот здесь это у нас будет лицевая гладь вот в этих ромбиках, а в следующих ромбиках, вот согласно и фотографии, у нас будет рисовая вязка. Начинаю я работу следующим образом. 3 лицевые петельки провязала. Далее у меня идет перекрещивание вот 1 на 1 петельку согласно схемы. То есть я снимаю вот первую петельку, за работой оставляю, провязываю следующую петельку, после чего я провязываю первую петельку, которую я снимала, то есть вот таким вот образом. Далее у меня идут по схеме 6 лицевых петелек, лицевых петелек, и далее я опять же повторяю, то есть это у меня идут 1 на 1 петельку перекрещивание. То есть я снимаю первую петельку, не провязывая ее, потом я провязываю лицевой следующую петельку, после чего вот таким вот образом я провязываю первую петельку. То есть кому так неудобно работать, вы можете взять дополнительную спицу, но одну петлю снимать на дополнительную спицу лично мне не очень удобно, поэтому я буду работать таким вот образом. Далее я опять провязываю 6 лицевых петель, 6 лицевых петелек, и опять же у меня идет 1 на 1 петельку перекрещивания, то есть я снимаю петлю, провязываю следующую петельку, после чего провязываю первую петлю, которую я снимала, вот таким вот образом. Далее опять у меня идет 6 лицевых, 6 лицевых петелек, и опять я перекрещиваю, то есть я снимаю одну петельку, провязываю следующую петлю, после чего провязываю первую петлю, то есть вот таким вот образом. Далее у меня идут 3 лицевые петли, и вот я дошла до, получается у меня опять до жгутика, вот до этого я дошла.
То есть я делаю здесь накид предварительно перед двумя изнаночными петлями. 2 изнаночные петельки провязываю. Далее я снимаю 3 петельки на дополнительную спицу. Только единственное, что теперь я оставляю эту дополнительную спицу за работой. Провязываю следующие 3 лицевые петли таким вот образом, после чего провязываю 3 петельки лицевыми с дополнительной спицы. Вот таким вот образом. 2 изнаночные провязываю и накид. Это у меня будет то, что идти накид вокруг с одной и с другой стороны данной косички небольшой. Значит, каким образом я буду вязать эти косички, если не совсем кому-то понятно. То есть вот вперед спинка у меня идет. То есть наперед у меня будут перекрещиваться вот таким вот образом 3 на 3 петельки. То есть они как бы пойдут наперед вот так вот. А с этой стороны они у меня пойдут в обратном направлении. То есть вот так вот я буду их перекрещивать 3 на 3 петельки. То есть и по спинке точно так же у меня будет. То есть вот таким вот образом я 3 на 3 петли буду делать. А здесь получается вот таким вот образом. То есть эти косички с обеих сторон они будут идти как бы навстречу друг другу, чтобы красиво смотрелось. Далее я согласно схемы я вяжу плечо. Плечо у меня будет вязаться обычной вязкой рисовой. То есть, кто не знает, это чередование 1 лицевая, 1 изнаночная петля. То есть после 2 изнаночных петелек, которые здесь вот мы провязали, я делаю накид и начинаю вязать рисовой вязкой. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, вот я довязала до 2 следующих изнаночных петелек. То есть вот у меня идет рисовая вязка, я провязываю лицевая и изнаночная. Все, вот у меня плечо 20 петелек закончилось, которые мы оставляли на плечо. Далее я делаю накид, провязываю 2 изнаночные петельки. И далее у меня опять идет косичка 3 на 3 петли. Для чего я снимаю 3 петли, оставляю перед работой. Провязываю следующие 3 петельки, после чего я провязываю 3 петли, которые я снимала. То есть вы, в свою очередь, можете это воспользоваться дополнительной спицей. То есть вот я провязываю первых 3 петельки. То есть вот таким вот образом у меня все получилось. Далее я по рисунку вяжу 2 изнаночные петли, делаю накид. То есть это у меня расширяющий будет накид. И далее у меня идут 32 петельки. Это у меня будет спинка. То есть я их вяжу по данному вот рисунку. 3 лицевые петельки. Далее следующие 2 петли я перекрещиваю. То есть я снимаю первую петельку, провязываю следующую лицевой. После чего провязываю вторую петельку также лицевой. Вот таким вот образом. Далее у меня идут 6 лицевых петелек. 6 лицевых петелек. После чего я опять перекрещиваю 2 петельки. То есть я снимаю одну петельку, нить у меня перед работой, провязываю следующую петлю, после чего провязываю первую петельку. То есть вот таким вот образом. Далее опять я провязываю 6 лицевых. Вот 6 петелек лицевых я провязала. И далее я опять перекрещиваю следующие 2 петли. Снимаю первую петельку и провязываю потом вторую, и потом после этого первую провязываю. Вот таким вот образом. Далее опять 6 лицевых петелек. Вот 6 лицевых петелек я провязала. И опять я перекрещиваю. То есть снимаю
первую, провязываю вторую петельку, после чего провязываю первую петельку. Вот таким вот образом. Далее я провязываю, уже получается 3 петельки. Это у меня будут перед следующим расширением. Перед двумя изнаночными вот этими вот петельками я делаю накид, провязываю 2 изнаночные. Далее у меня идет жгутик опять 3 на 3. То есть я снимаю 3 петельки. Теперь у меня нить перед работой. Провязываю следующие 3 петли лицевыми. После чего я провязываю снятые первые 3 петли. Вот таким вот образом. Вот так вот. Далее у меня идут 2 изнаночные петельки. Вот таким вот образом. Делаю накид расширяющий. И далее у меня идет опять же плечо, вот это, которое я вяжу рисовой обычной вязкой. То есть это чередование 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Вот я практически довязала плечо. То есть у меня получается 1 лицевая, 1 изнаночная. И вот я уже закончила вязать первый ряд. Почему я подробно именно вам показываю, как вязать первый ряд? Потому что я считаю, что это самый сложный именно участок в манишке. Это правильное распределение петель после вязания вот непосредственно горловины. Потому что если вы где-то ошибетесь, то у вас уже, можно сказать, что придется все перевязывать. То есть поэтому я так подробно вам показала, как я распределяла петли и начинала вязать непосредственно вот этот вот узор. Именно вот первые ряды я вам покажу более подробно, а потом вы уже, если что, сможете работать по схеме, которая здесь вот предоставлена в книге. Так, далее я начинаю вязать следующий, получается, четный ряд. Хоть я и вяжу по кругу, но все равно вот это я провязала перед этим лицевой нечетный ряд. Теперь я вяжу второй ряд. Значит, смотрите, накид, который я вязала в предыдущем ряду, я его буду не просто провязывать там изнаночный, например, или вот как здесь по рисунку рисовая идет лицевой, потому что здесь будет дырочка вот такая вот образовываться. То есть я буду перекрещенной, вот так вот перекрещиваю эту петельку и провязываю ее изнаночной. То есть вот таким вот образом. Тогда, если вы обратите внимание, здесь не образовывается дырочка. То есть мне здесь дырочка не нужна, поэтому я ее буду вязать таким вот образом. То есть вот я провязала изнаночный предыдущий накид. Следующий я провязываю 2 изнаночные. И так как это у меня будет четный ряд, я буду вязать по рисунку. То есть здесь у нас согласно схеме, да, вот оно идет, то, что будут вот этот именно рисунок провязываться все петли лицевыми. Вот здесь вот они будут провязываться. То есть я провязываю следующие, после 2 изнаночных 6 лицевых петелек. Это у меня получается то, что я жгутик провязывала в предыдущем ряду, вот таким вот образом. Далее я провязываю 2 изнаночные петли. И далее вот у меня идет опять расширяющий этот накид, который я вот таким вот образом перекручиваю. Вот таким вот образом перекручиваю и провязываю его также изнаночный. Вот таким вот образом. Вот так вот. Далее я провязываю все петли лицевыми, так как согласно вот этой схемы второй ряд он провязывается все петли лицевые. Итак, вот я практически довязала все петли лицевые. Дошла до расширяющего накида, который я также перекручиваю и провязываю изнаночной петелькой. Далее идут 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель, это у меня получается жгутик, 2 изнаночные петли. Вот таким вот образом у меня получается.
Далее у меня идет расширяющий накид, который я перекручиваю и провязываю изнаночной петелькой. Вот таким вот образом. И далее у меня идет плечо, которое вяжется рисовой вязкой. То есть рисовая вязка, это кто не знает, вяжется она по рисунку. То есть сейчас в данный момент я буду провязывать каким образом. То есть первая у меня петелька, идет лицевая петелька, поэтому я ее провязываю изнаночной. Следующая у меня идет изнаночная, я ее провязываю лицевой. То есть таким вот образом я буду их как бы менять местами. То есть там, где я в предыдущем ряду провязывала изнаночную, я провязываю лицевую. Там, где лицевую я провязываю изнаночную. Вот таким вот образом я буду провязывать до следующего расширяющего накида. Так вот, я уже дошла до расширяющего накида, провязываю последнюю петельку, вот лицевую, это то, что у меня плечо, и накид провязываю перекрещенной петлей изнаночной. По такому принципу я буду довязывать до конца ряда, то есть это вот до этого маркера я буду провязывать. Итак, на этом первая часть видео МК «Как связать теплую мужскую манишку» закончилась. Буквально на днях выйдет вторая заключительная часть видео МК, которую вы сможете посмотреть при желании. В конце данного видео я оставлю фото еще других своих манишек. На все эти манишки у меня на канале выложены бесплатные видео МК, которые вы сможете при желании также посмотреть. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать полезную, интересную информацию. До новых встреч!